Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Второй прогноз и старинный цыганский пасьянс. Мы спрашиваем, что по судьбе. Вот давайте узнаем, что случится, что произойдет до конца зимы 2026 года. 2 месяца, остаток, да, до конца января и с заходом на февраль. Вот что до конца зимы, может быть, как прояснится, может быть, ваше какое-то дело, или тем вы, чем сейчас заняты. Может быть, решится ваш задуманный вопрос, что в целом изменится. Может быть, изменится ваша жизнь. И мы на картах Таро, помимо пасьянса, по основным сферам жизни. Личная жизнь, финансы и ваши достижения. У кого-то работа, у кого-то документы, у кого-то учеба, у кого что. Мы именно посмотрим динамики, что есть сейчас и что будет меняться до конца зимы. Но вначале мы разложим карты пасьянса и узнаем, какие, может быть, события поворотными моментами для вас станут. Именно события нам раскрывают без лишней философии карты пасьянса. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад, а личная история каждого из вас, увы, не расскажет, но подсказку может дать. Итак, давайте будем с вами смотреть, какие там события буквально на пороге, или на пороге каких событий вы стоите, что будет, как будет развиваться, или какие сферы жизни выходят на первый план. Так, вот, так будет получше. О, вот прямо с первого значения молния – это молниеносное известие, как мы говорим, да, телеграмма, но может быть и сообщение. Кто-то напишет, я допускаю, это и СМС, может быть, в мессенджерах, или в средствах массовой информации вы что-то слышите, или от кого-то получаете. Может быть, такой важный звонок, переговоры. Вот есть тут то, что… Причем, смотрите, тут все не так однозначно. Сопутствует этому периоду, мои дорогие, много будет сбивчивой информации. Причем, как знаете, тень на плетень наводит кто-то. Вот я этого не исключаю. Ваш знак зодиака именно аналитика отличает и критическое мышление. Тут оно вам понадобится хотя бы по части того, что то, что вам будут транслировать, не обязательно это будет правдой. Вот смотрите, есть молния, а есть маска. Маска – это всегда тот, который, ну, как бы в тени. Это тот человек, который может даже говорить то, что нам приятно слышать. А на самом деле мысли-то у него какие-то могут быть другие. Поэтому тут себя беречь, я бы сказала, нужно. Может быть, эмоционально не включаться в какой-то вопрос, потому что, ну, нас ведь тут могут, ну, я допускаю, надеюсь, что не для всех, но провоцировать-то нас ведь тоже могут. Давайте будем говорить друг другу правду, да, или самому себе. Я имею в виду именно по отношению к самим себе. Смотрите, тут, скорее всего, для большинства, по крайней мере, из вас, я больше вижу с учетом ангел, и как раз совпадает как бы в одном квадрате. Сейчас еще одну достану карту. Ну да. От доброжелателя молниеносное известие. Но не все, видимо, рады победам. Не все либо с вами соглашаются, а может быть, мои дорогие девы, у вас такие, знаете, ну как довольный вид, или, может быть, вы какая-то радость. Дай бог, чтобы этой радости было больше. И вот смотрите, вас тут кто-то может просто отвлекать. Вот как какой-то фактор, который, как конкретная персона, которая вас может уговаривать на что-то противоположное. Вы будете радоваться чему-то одному, а есть тот, кто говорит, а зачем тебе это нужно? А для чего ты этим будешь заниматься? А какая у тебя перспектива? Словом, я допускаю, что есть та персона, которая пытается сумятицу в вашу жизнь нести. А по факту это пустые разговоры. Поэтому будьте внимательны. Некоторые люди склонны манипулировать, некоторые люди, правда, может быть, и дело не в манипуляциях, а потому что, ну да, иногда это бывает зависть, а иногда это, ну как, у вас получилось что-то осуществить, а у конкретного человека нет. И, ну, и гложет его все-таки тот момент, что у кого-то да, а у него нет. Но обычно маска ведь это всегда такое значение, которое заставляет нас насторожиться. А вам по судьбе идет что-то хорошее. Может быть, не рассказывайте о себе много. Вам как по судьбе какую-то, может быть, бумагу, даже договор заключить, может быть, соглашение, подписать важный документ, может быть, с кем-то встретиться.
Но есть тут та персона, которая вот как заноза, я тут вижу. Хотя не для всех, для кого-то заноза, да, или вот этот человек в маске, он может быть скрытый, он неявный. Через пустые разговоры можем даже воспринимать так, что не воспринимайте слишком личностно то, что вам говорят люди. Оставайтесь на своей волне, потому что документ, а одновременно венок– это радость. И ретро-уран. У нас период ретроградности вплоть до 4 февраля. Но помимо урана у нас Сатурн. Он-то пусть и не ретро-движение, но когда он был в 2025 году в ретро, вот остались те же градусы и та же конфигурация. Поэтому я должна сказать, что ну, для кого-то, может быть, это важно услышать. Не все у нас получится решить быстро. Вот мы смотрим с вами до конца февраля, до конца зимы, да? А ведь некоторые моменты к примеру, после 4 февраля только начнут как бы, да, или получат вот это ускорение, и это будет длиться до конца февраля и даже до конца апреля. А у кого-то с учетом Сатурна это может быть ситуация, которая, ну, может быть, окончательно уже какой-то вердикт вы вынесете даже в конце июля. Я такое могу предположить. Может быть, кстати, с учетом значения креста, это как нам по судьбе. То, что происходит, вы как будто были вынуждены именно с этим столкнуться. Тут не происходит что-то зря. Или когда, знаете, а, ну, как зненацку, непонятно откуда что взялось. Скорее всего, предпосылки для этого уже какие-то были. Или, может быть, какая-то прежняя история, но ведь именно все то, что с приставкой «пере», она или судьба нам возвращает, чтобы мы что-то передумали, пересмотрели, переиграли, переподписали. Ну вот какие-то такие конфигурации могут быть. И правда, на высоком уровне у кого-то из вас проходит согласование. Может быть, это с руководителями. Решается вопрос по части, к примеру, карьеры. А у кого-то, может быть, и по части дома. Открытая книга– это именно учреждение. Могут быть и учреждения образования, когда вы что-то изучаете. Но это и могут быть контакты с, как с сильными мира сего. Или когда вот опять же какой-то документ, бумагу вам нужно получить, согласовать или узнать, как в отношении вас работает закон. Ну, тут продуктивно, хочется сказать так. Более того, правда? Смотрите, у вас выпадает подкова, и это символ семейного счастья. И идет по этой карте, значению точнее, как и сам по себе дом, так и наши домочадцы. И у кого-то и личная жизнь, и одновременно место вашей дислокации, назовем так. Тут тоже могут быть к решению. И может быть, и именно по части дома тут какие-то важные события, такие скорые, да, молниеносные сообщения. Такое тоже не исключаю. Все это идет, самое главное, к добрым переменам, мои дорогие девы, правда. Но не все рады. Ну, что поделаешь. В нашей жизни, наверное, это неудивительно. Мы часто сталкиваемся с чем-то подобным. Мы не всегда замечаем таких людей. А уж они-то, поверьте, очень даже нас замечают, а то и наблюдают. Поэтому учитесь себя беречь, о себе много не рассказывать. Смотрю, пока с вами разговариваю, что мы можем еще соединить. И я не вижу больше совпадений. Я могу допустить, что для кого-то из вас, правда, будет решаться вопрос по части личной жизни. Потому что в таких конфигурациях выпадает, смотрите, когда в нашем пасьянсе крест и вот эта листва, это обозначает одиночество, да? Но вот для кого-то тут как раз разделяет в середине карта. И, может быть, у кого-то даже проигрывается, мои дорогие девы, пусть это один, двое, трое людей, но, может быть, вы поссорились с близким человеком, и в этом есть участие третьих персон. То тогда рассмотрите какой-то альтернативный вариант. Тут есть возможность примириться, потому что ну, как бы отношения, может быть, не нашли взаимопонимания не потому, что вы друг друга не поняли, а потому что вы были во власти предубеждений или третьей персоны. Ну, как знаете, новость на хвосте сорока принесла или какие-то сплетни. Поэтому тут
Не нужно, знаете, окунаться в те эмоции, которые пытаются создать для вас некоторые люди. Будьте внимательны. Тут, правда, я вижу, ну, для кого-то некоторый вред. Ладно, давайте рассмотрим дальше. Именно с позиции динамики, что есть сейчас, а что изменится до конца зимы. И первая сфера жизни – любовь, личная жизнь. Ну, может быть, у кого-то вопросы дома. Что есть сейчас или что будет со дня на день? И как изменится? Что изменится, может быть, до конца зимы? Сфера финансов, опять же, конфигурация на данный момент. Или что со дня на день. Я допускаю, что обе вот эти две карты, это могут быть какие-то предыдущие события, ну, может быть, которые произошли днями раньше. Достанем по финансам. Что изменится до конца зимы? Ладно, так открыла. Нечаянно. Ладно, завершу выкладку, и дальше мы с вами будем рассматривать. И сфера ваших достижений, у кого-то работа, планы ваши, у кого-то учеба. Это что есть сейчас, как какой-то пункт. И как изменится ваша жизнь. Любовь, личная жизнь, давайте будем смотреть. Король мечей, ну, может быть, и буквально есть тот человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы весы водолей, или асцендент у человека там. Очень емкая карта, которая в целом говорит об эксперте. И поэтому по этой карте проходят люди, которые, к примеру, работают с металлом, узкие специалисты разного профиля, могут быть и врачи, может быть, это и кто-то на дом вызывает специалиста, чтобы там, ну, провести даже мелкий ремонт. Ну, и такое может быть. А у кого-то это будет юрист-адвокат, когда вам нужно разобраться, как в отношении вас работает закон. Конечно, эта карта, знаете, если мы говорим об экспертности, ну, это здравомыслие, хладнокровие в решении каких-то вопросов и задач. Может быть, по части именно личной жизни или у кого-то дома, вот как мы говорили. Вполне вероятно, вам и придется тут какие-то документы составлять, да, вот. Опять же, и книга открыта, как бы высокие инстанции, и подкова, да, это семейное счастье. Поэтому тут у каждого что-то будет свое. Мне хочется сразу открыть последнюю карту в конечном итоге. Что изменится до конца зимы, а потом мы достанем промежуточную. Девятка кубков, карта, кстати, эгоиста. Иногда я такое говорю, но вообще это денежная карта. Решение какого-то финансового вопроса. Может быть, финансовый вопрос связан с тем, что вы задумали переехать куда-то, или по работе это необходимо, или, ну, именно тема домашняя, семейная, как-то упирается в финансы. У кого-то это может быть работа на дому, или вы рассматриваете дополнительный заработок. Но тут мы как будто остаемся довольны, потому что мы знаем, что мы делаем, для чего мы это делаем. Ну и, конечно, прогресс поэтому есть. Единственная, конечно, подсказка – не быть в одиночестве. Такое тоже присутствует. И первая карта достаточно холодная. Да вот давайте теперь мы между, да, соединим. А что это прояснится? Ведь у каждого по личной жизни, и повторюсь, тут и любовь может быть, взаимоотношения с родственниками, с близкими, с любимым человеком. Ну или, может быть, вопросы дома. Так вот мы достанем среднюю вот эту промежуточную карту. Так что же прояснится вот за этот период? У кого-то вопросы, связанные с детьми. Кто-то получит действительно, может быть, совсем скоро, какое-то предложение или это сама по себе новость. Кто-то из вас может засобираться в эту дорогу, вполне вероятно. Но по восьмерке кубков это есть какая-то двойственная задача, двойственный вопрос, в котором нам нужно делать выбор. Судя по последней карте, выбор вы сделаете такой, как надо. Но все-таки давайте еще. А чего это касается? Что там прояснится? Ага. Тут прям так все по максимуму. Карта императрицы, мои дорогие. Конечно, это могут быть и вопросы работы, творчества, но ведь это статусная карта. У кого-то статус и через работу, да, или изучение чего-то. Изучали на дому, может быть, и работаете вы сами на дому. Такое тоже удаленная работа, работа из любой точки мира, да, и вы куда-то готовитесь перемещаться. Ведь и так тоже может быть. Но у кого-то это напрямую личной жизни может касаться. Может быть, это даже связано для кого-то именно с вопросом детей, деторождения, для кого это актуально. Или вопросы внуков, мои дорогие, такое тоже может быть. Мои дорогие мужчины, это важная женщина в вашей жизни.
И она, конечно, может быть кем угодно, любимая женщина, ну, для кого-то мама. Или, ну, может быть, вот как дружба, да, которая переходит на новый уровень. Или еще какое-то контактное лицо, благодаря которому вы решаете вопросы по части места вашего пребывания. Может быть, это женщина-адвоката с учетом, к примеру, да, или юрист. Почему нет? Такое я тоже не исключаю. Мои дорогие девочки, это ваша ресурсность, безусловно. Я не исключаю, что у вас тоже могут быть вопросы с женщинами, которые как-то вот вам, ну, помогают, может быть, или дают дельные советы. Но, в общем-то, эта карта вас именно касается. Мы по этой карте независимо, кто меня смотрит, девочки или мужчины, надеемся сами на себя. Но вы-то сейчас максимально ресурсные. Старший аркан говорит, что даже если, вот смотрите, какая-то история поначалу выглядит запутанной, может быть, и требует какого-то однозначного решения. И восьмерка кубков, когда выпадает, это, знаете, есть какая-то тема, голову мы уже сломали по этому вопросу. Но в итоге вот какому-то знаменателю или вывод какой-то и выход из создавшегося положения вы, мои дорогие девы, точно найдете. И это как какой-то поворотный момент. Это точно произойдет до конца зимы. Хорошо, а что ж там по финансам? Одна из лучших карт в колоде – шестерка пентаклей. Мы часто говорим по этой карте, что как баланс такой, вот знаете, глобальный баланс во всем. Может быть, и придется держать баланс в деньгах, почему нет? Может быть, вы именно на кону деньги, да, ваши заработки или как получение этих денег. Может быть, деньги у кого-то задерживались, у кого-то, наоборот, выплаты какие-то проходят. Но денежная тема, она для вас актуальна. Может быть, напрямую как-то она помогает или наоборот, препятствует, и вам нужно будет финансовый вопрос решить, и тогда следом решается и личная какая-то тема. Ну, может быть, связанная с семьей, перемещением, у кого тут что. Но ведь по этой карте, это, знаете, для нас благоприятный момент. Вот для вас, мои дорогие девы. Кой железо где-то пока горячо, но держи баланс. И по этой карте нам как нужные двери открываются, как высшие силы приходят на помощь. Даже для тех, кому нужно, допустим, закрыть кредит или какие-то проплаты такие весомые сделать, да, а у вас как-то вот не стыкуется что-то по финансам. Поверьте, по этой карте есть люди, которые вам окажут содействие, как будто придут вам на помощь, во взаимовыручку. Но единственный момент всегда говорю по этой карте, она напоминает, то есть она как бы работает в одном направлении. Нам приходят на помощь, но мы по этой карте, к примеру, денег в долг не даем. И эта колода Чиро Маркетти, вот обратите внимание, он прорисовал, руки тянутся, да, к деньгам. Помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего, поэтому баланс в деньгах, как будто удача есть. Или даже из патовой ситуации мы можем найти выход, но считать придется, баланс держать придется. И вот если мы спрашивали, к чему все идет, тут на кону как новая какая-то конфигурация заработков или новые соглашения, может быть, новые контракты, может быть, по работе. Или, как, знаете, начало-начал, но уже с какого-то чистого листа, потому что подвожу пентакли, опять же пентакли. Это какая-то, ну, как новая эпоха в вашей жизни, можно и так сказать. Но вам еще к этому предстоит словно стать учеником и адаптироваться. Есть то, что вы не знаете, вам еще этому придется как будто научиться. Может быть, это будет связано до конца зимы еще с какой-то бумагой известием, потому что пажи – это вестники. Давайте мы промежуточную карту достанем. Что там прояснится для дев до конца зимы? Ну, может быть, вот в течение вот этого периода до конца февраля. Что прояснится по финансам? О. Мир. Мир, какие-то соглашения, мир будет установлен. Может быть, будут заключены какие-то важные договоры, важные соглашения. Они будут каким-то образом помогать вам именно решать финансовые ситуации, финансовые для кого-то споры или какие-то финансовые платежи, взаиморасчеты, мои дорогие, да до бесконечности. Ведь по миру нет ничего невозможного. Но мы надеемся, может быть, и действительно мир, когда многие барьеры, препоны, они как будто
будут или отменены, или заработают некоторые функции именно финансового порядка. И не секрет ведь, да, что не все у нас сейчас в плане финансов, или, по крайней мере, в тех странах, я знаю по статистике, откуда смотрят мои страны, далеко не везде спокойно. Но даже где относительно спокойно, там, то есть тоже, это я тоже знаю, тысяча вопросов. Вот сейчас мир, как знаете, может быть, иногда даже, вот мне кажется, как будто замер в предвкушении того, что вот какой-то триггер, может быть, и возникнет, но вот что-то изменится. И я искренне надеюсь, что именно это будут добрые перемены. Но вы, видимо, у вас как какая-то миссия тут. Я вот уже не первый раз это говорю. Но вы можете именно по части финансов тут что-то очень важное совершить. А может быть, это для кого-то работа даже, да, вот эта первая карта. Когда вы можете быть и популярны на весь мир, и вам это будет помогать где-то зарабатывать деньги. Или когда, пусть вы что-то изучаете, но это имеет для вас какой-то смысл. Итог, безусловно, финансовый вас будет радовать, но тогда и Паш Пентаклей говорит, тебе словно дева высшие силы будут помогать. Может быть, закрыть тему, решить какой-то вопрос, но ты вот как будто эту помощь или какой-то ваш финансовый ресурс должен растянуть на более длительный период времени, потому что на кону, буквально к концу зимы, какая-то новая конфигурация, новая возможность. И, может быть, и придется учиться, а может быть, и придется адаптироваться, да. Но по этой карте оно имеет смысл, имеет какую-то цель, для чего-то это нужно. И, может быть, наоборот, какую-то минусовую ситуацию вы закроете раз и навсегда, и вот так вот смело шагнете вперед. По вашим достижениям, что прямо сейчас? Опять же, деньги. Видимо, для вас денежная тема совсем не на последнем месте. Я должна сказать, что, видимо, на протяжении до конца февраля деньги есть, деньги будут. Или, если есть сложные вопросы, повторюсь, будут варианты их уладить или совершить какие-то платежи. Финансово, по сути дела, успеха. Но эта карта, она достаточно такая холодная. Здесь больше логики, прагматизма. Может быть, это вы и сейчас. Даже какой-то вопрос, который касается документов, контактов или каких-то контрактов, или обучения, до чего угодно. Именно достижение и какой-то прогресс на будущее. Вы уже пытаетесь просчитывать. И тогда я по этой карте скажу, вы молодцы. Вы в правильном направлении мыслите. А что изменится до конца зимы? Мои дорогие, не буду промежуточную карту. Всегда говорят, лучше враг хорошего, а у вас выпадает туз кубков, вы останетесь довольны. Вот все то, что я говорила, наверное, ну, где-то и по картам пасьянса, и по картам Таро. Оно все имеет какой-то смысл. Пусть поначалу вот у нас выглядит что-то такое, как неразрешенная тема, какой-то больной вопрос, я такое допускаю. Или вот когда выход надо найти, да, а Бог его знает, какой тут выход. Может быть, и хочется так, чтобы и волки сыты, и овцы целы. А вот не так вот не складывается запросто. Но вы интеллектуалы, мои дорогие девы, вот в вашем знаке зодиака Меркурий именно так и проигрывается. Поэтому выход этот вами будет найден, и причем к радости, к счастью. Ну и пусть это будет и изобилие, и процветание. Карта нам дает подсказку. Вот смотрите, слушать свою интуицию, как минимум видеть на перспективу все время, да. И поэтому с чем бы вас или с кем бы не сводила судьба, если человек вам что-то транслирует, неважно, с плюсом или с минусом, время себя спросить, а зачем ему это надо? Потому что вот это лучезарная дельта, как глаз, да, когда мы умеем и чувствовать, и предвидеть на какое-то расстояние вперед, нам дает приоритет. Приоритет в том, чтобы получить вот этот кубок амбросии. И знак рыбы, да, две рыбы, золотые буквально Чиро Маркетти прорисовал с одной стороны. Конечно, это изобилие, процветание, как богатый улов, сюрприз, финансовые где-то плюсы или плюшки буквально. А для кого-то из вас, правда, ведь какая-то поездка может состояться до конца зимы. Потому что, или вы будете планировать, может быть, на последующий период, потому что рыбы это, знаете, вот если мы вспомним, знак, да, вот именно сам знак рыбы. Это изображение двух рыб, которые плывут в разные стороны.
Поэтому кто-то тут собирался в одно место, поедет в другое. Или собирался вообще никуда не ехать. А тут вот что-то может по части перемещений, путешествий или каких-то поездок тоже меняться. Но это, знаете, к радости. Тут что-то такое хорошее приходит в вашу жизнь, чем вам нравится заниматься, а главное, вы еще видите от этого результат, какой-то эквивалент. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. А я благодарю вас за искренние комментарии и добрые комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы откликаетесь. И хоть я не всегда пишу, отвечаю на комментарии, я надеюсь на понимание. Не всегда времени хватает, поверьте, я все читаю. И поэтому вас благодарю. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.